И всем привет! В этом видео я покажу вам, как сделать настройки для вашей игры. Давайте создадим место, где будет все храниться. Теперь сделаем кнопку, и для нее мы добавим текст button. А теперь нам нужно изменить размеры нашей кнопки. Теперь давайте изменим текст в кнопке на Settings и поменяем цвет текста на белый. И не забудем изменить шрифт на более красивый. Добавлю UI строк, чтобы у текста появилась обводка, и изменю параметр с 1 на 3. Поскольку маленький шрифт, я сделаю его побольше, увеличив число. Сейчас я снова добавлю обводку, но только на этот раз для самой кнопки, чтобы ее выделить, а также закруглю края. Теперь поменяй название TextButton на Settings, чтобы не перепутать. Добавляем фрейм и изменяем ему размер с положением. В нем будут находиться сами настройки и все кнопки. Сейчас я перекину все комплектующие и удалю то, что отвечало за обводку кнопки. После сделаю дубликат фрейма и перекину в основной, не забыв изменить его размер на подходящий. Теперь сделаем рабочую кнопку, при нажатии которой будет выполняться действие включения или выключения настройки. Также помним то, что нужно придать оформление нашей кнопки. Добавим текст лейбл и переименуем его в Shadows. Сейчас поменяем фон под настройки на цвет сероватого оттенка, чтобы были отличия от основы. Не забудем поменять цвет кнопки на зеленый и текст на включенный режим. Теперь создаем local script, который будет открывать и закрывать наш фрейм при нажатии на кнопку. Пишем путь до фрейм, который понадобится нам в будущем, чтобы упростить скрипт. Сейчас напишем главную часть, благодаря которой будут осуществляться действия открытия и закрытия настроек. Давайте зайдем в игру и посмотрим, работает ли наш скрипт или нет. И как мы можем заметить, все работает без каких-либо ошибок. Выходим из теста и создадим local script для фрейма. Давайте напишем путь до настроек Shadows, найдя его локально. Делаем, чтобы при нажатии на кнопку происходило действие, и ставим условие, которое проверяет, включены ли тени в игре. Если да, то произошло изменение в нашей кнопке. Если вы хотите, чтобы кнопка меняла свой цвет, то сделайте следующее. Выбираем красный цвет. Сейчас мы найдем тени в игре и сделаем, чтобы меняло свое значение на противоположное. Давайте сделаем отрицательное действие в случае второго нажатия на кнопку, перед этим скопировав предыдущую часть. Здесь нам следует заменить цвет и текст. А теперь давайте зайдем в игру и протестируем это. И как мы можем заметить, при нажатии на кнопку пропадает тень в игре, и это можно заметить на персонаже. Давайте продублируем нашу кнопку, только поменяв название текст лейбл. Добавляем новый путь в настройках. Теперь пишем то же самое, только заменив значение и название путей.
Заходим в игру, чтобы проверить то, что мы написали. Как можем заметить, все работает замечательно, только есть одна проблема, у нас не меняется цвет кнопки при значении включена и выключена. Давайте это исправим. Меняем везде значение текст строк на background color. Теперь все работает. Если это видео вам помогло, не забудьте поставить лайк, чтобы я это понял. Давай заставку.